Этой историей поделился молодой человек, который до недавнего времени ухаживал за двумя котами. У Скотта Эвилса жили питомцы по кличке Тедди и Медведь. Он принес их в дом почти одновременно, поэтому они выросли вместе и стали неразлучными друзьями. Коты делали все сообща и редко покидали друг друга даже на короткое время. Они любили гулять на улице, но однажды после очередной прогулки домой вернулся только Тедди. Скотт сразу понял, что произошло что-то неладное, ведь коты никогда не расходились. Он поспешил на поиски медведя и вскоре обнаружил его на дороге. Питомец лежал неподвижно. К несчастью, медведь попал под машину, и столкновение оказалось смертельным. Для Скотта потеря любимца стала настоящим ударом. Тедди продолжал уходить на прогулки, но теперь всегда был один. Через несколько недель после трагедии он вернулся домой с запиской, прикрепленной к его ошейнику. «Пишет ваша соседка из дома номер 4. Я давно знакома с вашими котами, они каждый день заходили ко мне во двор. Но вот уже 2 недели приходит только один, а второго, крупного кота, я больше не видела. Я волнуюсь, вдруг с ним что-то случилось», — говорилось в письме. Эти слова растрогали Скотта до слез. Он понял, что его питомцы во время прогулок не просто бродили по округе, а навещали добрую соседку. В ответном письме Скотт рассказал ей о случившемся с медведем, поблагодарил за заботу о его котах и выразил радость, что в жизни его питомца были люди, которые его любили. Записку он закрепил на ошейнике Тедди и отправил кота с ответным посланием. С тех пор между Скоттом и его соседкой завязалась переписка. Чтобы не использовать Тедди в роли почтальона, они обменялись адресами электронной почты. Молодые люди начали делиться фотографиями котов и обсуждать их повадки. Это помогло им обоим справиться с утратой. Со временем переписка стала более частой, и вскоре они общались ежедневно. В какой-то момент они решили встретиться лично. Соседка оказалась приятной молодой девушкой. Их первая встреча состоялась у могилы медведя. Хотя это место совсем не располагало к романтическому знакомству, они сразу почувствовали симпатию друг к другу. Даже после смерти медведь смог по-своему поблагодарить дорогих ему людей, объединив их и положив начало красивой истории.